Удар по медицинскому центру, нарушена последняя красная линия. Как реагирует мир? Друзья Путина могут оказаться на обочине. Кто начал войну против них в Европе? Трамп держит палец на кнопке и обещает принять решение, которое будет исполнено молниеносно. Какую цель определили американские генералы? Новая Зеландия наносит удар по Беларуси. Кто попал под этот удар и кто вряд ли сможет его выдержать? Огромный взрыв в Техасе. Надежды взлетели в воздух. Есть ли пострадавшие? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Стала известна дата следующей встречи представителей России и Украины. Путин снова прикидывается миротворцем. Новый раунд переговоров обсуждают после 22 июня. Это может быть сигнал, Россия действительно готова к торгу, но только на своих условиях. И этот торг будет пытаться преподноситься как мирная инициатива Москвы. Кроме того, в свете изменения позиции Трампа Путин быстро решил оправдаться. Сразу и за мир, и ни на кого не нападает, и нападать даже не собирается. Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Ну это же мы понимаем, что это бред, понимаете? Кремль снова говорит о мире, но подает это как одолжение, мол, мы победители и просто великодушны. Но вместе с тем начинает угрожать европейцам, заявляя, к примеру, что Германию Путин рассматривает как союзника Украины. Вашингтон бросает еще одну тяжеловесную фигуру на ближневосточную шахматную доску. Авиационная ударная группа во главе с авианосцем Джеральд Форд, крупнейшим и самым современным авианосцем США, готовится к развертыванию в регионе, где вот-вот может вспыхнуть полномасштабная война всех против всех. Эти корабли формируют оборонительный пузырь, устойчивый даже к гиперзвуковому оружию и способны наносить точечные удары по береговым целям на тысячи километров. По данным CNN, формально речь идет о давно запланированной миссии в зону ответственности европейского командования США. Но на фоне резкого обострения ирано-израильского противостояния маршрут, скорее всего, скорректируют. Форд окажется в Восточном Средиземноморье, буквально под боком у Израиля. Таким образом, в регион войдет уже третий американский авианосец. Еще один уже движется в сторону Ближнего Востока, чтобы либо усилить, либо заменить USS Карл Винсон. Авианосная ударная группа – это мощное боевое соединение, в центре которого атомный авианосец с авиакрылом до 70 самолетов, включая новейшие малозаметные F-35C. В конвое ракетные эсминцы, крейсеры или дополнительные эсминцы, а также атомные подлодки с крылатыми ракетами «Томагавк», готовые нанести удар из-под воды. Ситуация накаляется до предела. Действительно, Дональд Трамп одобрил план удара по Ирану, но пока держит палец на кнопке, не нажимая на нее, пишут журналисты The Wall Street Journal. Источники в Белом доме говорят, все может решиться в ближайшие дни, и цель уже выбрана. Это завод по обогащению урана в Фордо, который Иран прячет под горой. Этот объект считают почти неуязвимым, обычные бомбы туда точно не достанут, только самые мощные противобункерные глубинные бомбы. Именно их Трамп и хочет использовать, но сначала он требует от своих военных гарантий. Американские генералы должны убедить его, что удары действительно разрушат цель. И без так называемого второго Ирака президент настаивает: никакой затяжной войны, только точечная операция. У меня есть идеи, что делать, но я еще не принял окончательного решения. Я хотел бы принять окончательное решение за секунду до того, как оно должно быть принято, потому что ситуация может измениться. Я имею в виду, особенно в случае войны. В войне все может измениться, ситуация может перейти из одной крайности в другую. Утро четверга началось в Израиле с тревожных взрывов. В страну прилетели ракеты. По предварительным данным, одна из них попала в медицинский центр неподалеку от Беэр-Шевы. Пострадало как минимум 20 человек, часть в тяжелом состоянии. Израильская полиция уточняет, среди раненых есть те, кто получил травмы средней тяжести, а под завалами здания продолжаются поиски. Насколько нам известно, около 20 человек получили травмы средней тяжести. Очевидно, что здание все еще обыскивается. Это многоэтажное
многоэтажное здание, и на его осмотр потребуется время. Особенно тревожно то, куда именно пришелся удар. Речь не о военной базе, не о промышленном объекте. Ракета Ирана прилетела прямиком в крупнейшую больницу юга Израиля. Похоже, бить начали уже потому, что до сих пор считалось красной линией даже для врагов. Ответ Израиля оказался моментальным и более чем красноречивым. Цель — тяжеловодный ядерный реактор в иранском Араке, объект, о котором не раз говорили на переговорах по ядерной программе и который вызывает особую тревогу у МАГАТЭ. Там сразу же сработала система экстренного реагирования. Военное обострение между Ираном и Израилем вышло на принципиально новый уровень с точечными ударами по чувствительной инфраструктуре и явными рисками ядерной эскалации. До вчерашнего дня такие шаги считались невозможными. Теперь же мир с напряжением следит за тем, не разгорится ли из этого обмена ударами нечто гораздо более страшное. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Сюрприз для Беларуси издалека. Пока Москва заигрывает с дружественными режимами и прячется за спинами Ирана, Северной Кореи и Беларуси, даже самые отдаленные страны мира дают понять, видеть это все и молчать больше никто не собирается. Новая Зеландия ударила санкциями не только по России, но и по союзникам Кремля. Под ударом иранцы, северокорейцы и белорусы, связанные с военпромом и поставками техники, снаряжения и беспилотников в интересах РФ. Новая Зеландия должна продолжать привлекать к ответственности Россию и ее пособников. Военная поддержка со стороны субъектов из Северной Кореи, Ирана и Белоруссии помогла России продолжать ее незаконную агрессивную войну против Украины. Под новые санкции попали 18 человек и компаний, напрямую или косвенно поддерживающих российскую агрессию, а также 27 судов так называемого теневого флота. Это те самые корабли, что по ночам возят российскую нефть, выключая транспондеры, чтобы спрятаться от глаз цивилизованного мира. Прятались до сих пор. От Беларуси под санкции попали завод «Лигмаш» и его директор Владислав Павленко, конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты» и его основатель Владимир Чудаков, обе структуры — участники серых схем поставок военной техники и беспилотников, которые с высокой вероятностью оказываются в зоне боевых действий. Также в списке Аэроскан, Зала Аэро, концерн Калашников, ПАО «Яковлев», иранский авиационный гигант, судоходная компания «Ирисл Групп» и несколько чиновников из КНДР. Венгрия трещит по швам. Виктор Орбан может потерять власть впервые за 14 лет. И все из-за партии, которой всего год. По данным Bloomberg, в Венгрии стремительно растет поддержка новой оппозиционной партии ТИСА. И не просто растет, она уже опережает правящую Фидес Орбана на целых 15%. Свежие опросы показывают, за ТИСу готовы голосовать 51% избирателей, за Фидес всего 36%. Для сравнения, еще в марте разрыв был вдвое меньше. Виктор Орбан – одиозный лидер, который десятилетиями выстраивал в центре Европы авторитарную модель власти, дружил с Кремлем, давил суды, СМИ и оппозицию. И вот впервые за долгие годы появился кто-то, кто реально может его свалить. Во главе партии ТИСа Петер Мадьяр, человек не с улицы, он сам был частью команды Орбана, но порвал с ней и теперь ведет кампанию под лозунгами реформ образования, здравоохранения и очищения госаппарата. То есть бьет по самым болезненным точкам венгерской системы, там, где за годы правления Орбана все катастрофически деградировало. Бахнуло красиво, но не по плану. В Техасе перед самым запуском с грохотом рванула ракета Starship от SpaceX. Та самая, на которую Илон Маск возлагал амбиции покорения Луны и Марса. Это должен был быть уже 10-й тестовый полет, но вышло шоу, мощный взрыв, столб дыма и срочная эвакуация персонала. По предварительным данным, всему виной утечка топлива на второй ступени. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В самой SpaceX, как водится, заверяют, что все под контролем, угрозы для ближайших поселков нет, хотя людей все же просят держаться подальше, пока команда ликвидирует последствия и проверяет, не осталось ли где-нибудь еще каких-нибудь сюрпризов. Starship — это не просто ракета, это крупнейшая в истории человечества транспортная система, рассчитанная на полеты с грузами и людьми далеко за пределы Земли. Каждый ее тест — это событие нового уровня, который может все изменить. И каждый такой взрыв — напоминание, космос не прощает ошибок.
Памятник корове или кто победил во Второй мировой? Пока в России удивляются заявлениям Дональда Трампа о том, что Вторую мировую выиграли Соединенные Штаты, у них же под боком Александр Лукашенко говорит, что если бы не коровы, никто бы ничего не выиграл. Корове надо не только памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Подумайте, люди уходили в леса, но с собой брали скотину. Прежде всего корову для того, чтобы выжить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, это корова, Николай Николаевич. Эту историю нам эксклюзивно прокомментировал литовский депутат Европарламента Петрас Ауштрявичус. Боже мой, если такие символы будут как бы показывать или представлять окончание Второй мировой войны, это совсем, значит, дошли до конца, да? Ну, козлу надо, наверное, ставить памятник и искать козла в себе, а не козла отпущения по своим словам. Так что плохи дела, Александр Лукашенко, плохи дела. Картошки, коровы, козлы отпущения, пора на отдых. Отдельное спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Спасибо вам за доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.